Секрет раскрыт. Чимин и BTS якобы тайно прилетели в Лос-Анджелес, чтобы поддержать Тэхёна на стадионе «Доджер». Ажиотаж вокруг торжественной первой подачи мяча Ви на стадионе «Доджер» резко обострился после того, как в интернете распространились слухи о том, что Чимин, возможно, тайно приехал в Лос-Анджелес, чтобы лично увидеть это событие. Хотя официальных фотографий или видео, подтверждающих его присутствие, не появилось, внимательные фанаты утверждают, что заметили в толпе кого-то, похожего на Чимина, что вызвало бурю домыслов в социальных сетях. В X один из фанатов опубликовал размытые фото фигуры на VIP-трибуне, настаивая на том, что оно соответствует фигуре Чимина и его фирменной манере носить кепку, низко надвинутую на глаза. Другой утверждал, что сотрудник на месте намекнул на присутствие знакомого участника BTS за кадром. Хотя эти слухи не были подтверждены, они приобрели огромную популярность, и тысячи армий начали обсуждать, действительно ли Чимин совершил эту тайную поездку. Что делает эту теорию такой убедительной, так это глубокая дружба между Чимином и Ви. Эти двое давно славятся своей нерушимой связью, и многие фанаты считают, что Чимин не пропустил бы столь важный момент в жизни Ви после ухода из армии. Если кто-то и пролетит через полмира, чтобы просто поддержать Тэхёна, так это Чимин, прокомментировал один из фанатов. Другие отметили относительно плотный график Чимина в последние дни, предположив, что это позволило ему путешествовать незамеченным. Но помимо эмоционального жеста, слух также спровоцировал более широкие разговоры о будущем BTS. Может ли этот тайный визит означать нечто большее, чем просто братскую поддержку? Некоторые фанаты подозревают, что предполагаемая поездка Чимина в Лос-Анджелес может также включать закулисные встречи по поводу долгожданного камбэка BTS, особенно учитывая растущие связи хайп в американской индустрии развлечений. Независимо от того, факт это или вымысел, эти домыслы уже повергли армию в шок. Для многих образ Чимина, молча сидящего на трибунах, с сердцем, переполненным гордостью, когда Ви делает безупречный бросок, кажется той поэтичной драмой из реальной жизни, которую могут создать только BTS. Представьте себе, рев стадиона «Доджер» все еще раздается после безупречного первого броска Ви, вспышки камер, бейсбольные болельщики и армии скандируют его имя. И вот, вдали от света софитов, скрытый за кепкой и маской, Чимин сидит тихо, наблюдая только за своим лучшим другом. Фанаты в интернете не перестают рисовать этот сценарий, и его эмоциональная тяжесть уже превратилась в волну хитканонных правок и фан-арта, распространяющихся со скоростью лесного пожара. Только представьте, как Чимин улыбается, когда Тэхён машет толпе. «Одно это доводит меня до слез», написала одна Армина Уиверс, прикрепив рисунок, на котором Чимин хлопает с трибун. Другой фанат назвал это окончательным доказательством преданности, сказав, что присутствие Чимина, даже в тайне, показало бы, насколько глубока связь BTS, выходящая за рамки камер, сцен и контрактов. На этом домыслы не закончились. Некоторые представляют, как эти двое воссоединятся после игры в тихом уголке Лос-Анджелеса, вдали от ярких прожекторов. Мысль о том, как Ви, еще не оправившись от ликования стадиона, заходит в номер отеля и обнаруживает Чимина, ожидающего его с нежной улыбкой и распростертыми объятиями, это тот самый кинематографический момент, который вызывает дрожь у фанатов. «Он, должно быть, сказал, я горжусь тобой», прокомментировал один фанат. Убежден, что такая сцена действительно произошла. И тут возникает главный вопрос. Если Чимин действительно перелетел через океан только ради этого, что это значит для будущего BTS? Фанаты считают это признаком чего-то большего. В конце концов, почему Лос-Анджелес? Почему сейчас? И почему в такой секретности? Может ли быть, что выступление Ви на стадионе «Доджерс» и предполагаемая поездка Чимина — часть тщательно спланированной временной линии, предваряющей выступление BTS на воссоединение? Или это просто невысказанная братская преданность, которая всегда поддерживала нерушимую связь группы? В любом случае, сама эта возможность доводит армию до слез. Ведь порой самые сильные жесты — это те, что совершаются вдали от камер, когда преданность, любовь и тихая гордость говорят громче любой публичной демонстрации. И вот так шепоты начали превращаться в теории. Что, если слухи о присутствии Чимина в Лос-Анджелесе были связаны не только с поддержкой
поддержкой Тэхёна на стадионе Доджерс, но и с чем-то более важным, происходящим за закрытыми дверями. Некоторые армии убеждены, что эта тайная поездка связана с музыкой. Ведь Лос-Анджелес давно стал вторым творческим домом BTS, городом, где были написаны и спродюсированы многие из их самых культовых треков. Может быть, Чимин и Ви воспользовались этим шансом, чтобы вместе зайти в студию и спокойно записать вокал для будущего дуэта? Идея не кажется невероятной. И Чимин, и Тэхён давно дразнили фанатов желанием поработать вместе. Известно, что их голосы дополняют друг друга завораживающе красиво. Высокие ноты Чимина сливаются с глубоким, проникновенным голосом Ви. Только представьте себе трек с ангельским припевом Чимина и джазовыми куплетами Тэхёна, написал один из фанатов в Твиттере, назвав его коллаборацией века. Подливая масло в огонь, некоторые внимательные армии заметили, что друзья-продюсеры из Лос-Анджелеса, включая имена, связанные с прошлыми проектами BTS, начали публиковать загадочные обновления из студии поздно вечером примерно в то же время, что и выступление Ви на матче с Доджерс. Имена не были отмечены, но фанаты быстро связали все точки воедино. «Не говорите мне, что Чимина там не было», — написал другой фанат. Убежден, что эти совпадения слишком идеальны, чтобы их игнорировать. Но даже помимо музыки фанаты видят в этом слухе о воссоединении символическое значение. Если Чимин действительно приложил все усилия, чтобы быть рядом с Ви в этот важный момент после ухода из армии, это может также означать начало новой эры, когда участники группы начнут постепенно воссоединяться перед долгожданным камбэком OT7. «Они как будто оставляют нам подсказки», — гласил один эмоциональный пост. «Сначала стадион, теперь шепот о Чимине. Они готовят нас». Тайна остается неразгаданной, но одно несомненно. Будь то дружба, музыка или судьба, связь Чимина и Ви продолжает завораживать поклонников. И сама мысль о том, что они будут стоять бок о бок в Лос-Анджелесе, будь то на стадионе или в студии, кажется началом чего-то грандиозного. Слухи о секретном проекте начали распространяться со скоростью лесного пожара, как только фанаты поняли, что время слишком подозрительное, чтобы его игнорировать. Почему Лос-Анджелес? Почему сейчас? И зачем Чимину, обычно очень осторожному в своих передвижениях, рисковать пролететь полмира, оставаясь незамеченным, если только не планируется что-то грандиозное? Инсайдеры индустрии давно намекали, что Хайп втайне готовит в США крупный проект, связанный с BTS, проект, который потенциально мог бы стать связующим звеном между их сольной карьерой и долгожданным групповым камбэком. Тот факт, что выступление Ви на стадионе Доджер, масштабном мероприятии, транслировавшемся по всему миру, совпало с предполагаемым приездом Чимина в Лос-Анджелес, убедил фанатов в том, что это необычное совпадение. Некоторые предполагают, что секретный проект может быть связан с эксклюзивным документальным или художественным фильмом, запечатлевшим воссоединение участников BTS после службы в армии и показавшим их возвращение на сцену. Если это так, то слухи о присутствии Чимина на стадионе могли быть частью этого повествования. Его эмоциональная реакция на знаменательное событие Ви идеально вписывалась в кинематографическую сюжетную линию камбэка. Другие считают, что это может быть связано с музыкой, и ходят слухи о неожиданном треке OT7, записанном в Лос-Анджелесе. Фанаты отмечают, что BTS исторически выбирали США для некоторых из своих самых новаторских записей, от Mic Drop до коллабораций с западными артистами. Мысль о том, что Чимин и Тэхён, возможно, уже зашли в одну студию вместе, возможно, даже с другими участниками, тайно присоединившимися к группе, заставляет фандом гудеть от волнения и нервозности. И есть еще самая смелая теория. BTS планирует масштабное камбэк-выступление в США, возможно, на культовой площадке или церемонии награждения. И это выступление на стадионе Доджер стало разминкой, прощупывающей почву. Вид Ви, стоящего перед десятками тысяч ликующих фанатов, и сама мысль о том, что Чимин может быть где-то среди этой толпы, многим показались предвестником чего-то большего. Символического возвращения
возвращение мирового господства BTS. Армии на всех платформах разделились между волнением и тревогой. Если это действительно секретный проект, они играют с нашими сердцами, написал один из фанатов Викс. Но если Чимин действительно был там только для того, чтобы поддержать Тэхёна, это еще прекраснее. Правда, как всегда у BTS, остается скрытой за закрытыми дверями. Но шепот Лос-Анджелеса, магия стадиона «Доджер» и нерушимая связь между Чимином и Ви убедили фанатов, что отсчет времени до чего-то исторического уже начался.